Это Лаос, вторая часть. Немного связано. Да, да. Я первый раз в жизни увидел летающую курицу. Накакала, она накакала. У нас также зеркало было. Look here. Ого. Это скорее всего бойцовские, нет? Они Титул. тут бои Так это уже, устраивают, по-моему, нет? короче, Угу. цыплячьи куриные. Это it's fight. For fight, no? For eating? It, or- yeah. But I ride motorbike. I saw it from the road. I take it put here. Ah. Jogging. I take my house for the cook to the girl eat and put with. Чё-чё-чё? Yeah, Всё-таки fighting. Вот так вот для еды, короче, купил, чтобы скушать. это Сегодняшняя экскурсия по городу начнется с того, что я познакомлю вас с городом Ван Венг. Это город с дешевыми развлечениями, скажем, для студентов. В основном сюда приезжают европейские и американские студенты, которые уже закончили или еще не начали учебу, так называемый gap year. Это когда студенты перед поступлением в универ или после универа проводят год, отдыхая от тяжелой учебы. В нашем хостеле мы познакомились с русскоговорящими путешественниками на мотороллерах. Если бы не ребята, то я точно не подписался бы на такую авантюру. Тем более она нам сейчас не по карману. Не переживайте, водитель видел собаку. А это курсы валют для вашей информации. Из всех платных развлечений в городе мне по душе только вот такое. Вот такой вот багги здесь стоит 25 тысяч кип. А мы за те же самые деньги сняли. 2 багги. Вот так вот. Ну как тебе? Как тебе? Это, по-моему, одно колесо стоит вот так. Чуть криво. Ну все, можно гнать. В путь. Сейчас мы тут договоримся о кое-каких нюансиках и поедем. Первый раз, на самом деле, опыт у меня на баге. Ощущения такие своеобразные немножко. То есть здесь сидим, 2 сиденья всего лишь, и вот здесь вот двигатель. И все, 4 колеса, больше вообще ничего нет. Багги едет в среднем где-то 50 км в час. Мотор рвет, колеса крутятся, все время приходится ловить направление, но багги почти не едет. Но это даже к лучшему, потому что маленькой скорости хватает, чтобы получить удовольствие от езды. А позже мне расскажут, что все багги, а это 2- и 4-местные, конструируют местные умельцы из Лаоса. Какие же они красавчики, что придумали такое развлечение для туристов. Мы покатались уже где-то 1,5 часа, и поэтому мы сейчас направляемся в сторону города Ван Венг. Мы приезжаем мимо стройки. Здесь идет строительство моста из Китая в Таиланд, но через Лаос. И строительством занимается Китай. Я почему-то уверен, что если опоздаем хоть на минуту,
что нас заставят платить за 3-й час. Еще раньше, чем они перестроили. Вот и прошли 2 часа поездки. Машина полностью грязная, мы все грязные. Глаза просто полны песка и пыли. На самом деле это скорее мучение. Ехать по дороге общего пользования, потому что пыль невероятная, просто все в пыли. Кататься по бездорожью, это, конечно, было очень круто, очень кайфово. Время заканчивается, но мы успеваем, к счастью, вовремя. Мы практически на финишной прямой. Покажи машину. Я даже не знаю, что приятнее было, кататься или расстаться с этой штучкой, я не знаю. Главное, я сохранил свои причиндалы. Яблочки свои сохранил. Блин, мне кажется, я испачкал. У меня лицо грязное? Я посмотрел на себя, просто все черное. Точнее, наоборот, все было черное, теперь все белое практически. Желто-черное. Несмотря на то, что здесь, в этом городе, очень много наркоманов, очень много алкоголя. Алкоголь здесь стоит вообще копейки. Допустим, вот такая вот бутылка стоит 1 евро почти за литр, за 0,7. Все равно здесь повстречал очень классных ребят, душевных, с которыми было приятно пообщаться. Поэтому сейчас я отправляюсь во Вьетьян за своим паспортом, за визой во Вьетнам. Правда, начинает капать. Что-то как-то это не самое удачное начало дня. Вот. И потом обратно возвращаюсь сюда, потому что во Вьетнам все равно как ехать. Здесь нет дорог никаких, поэтому есть только направление. Поэтому либо ехать из Вьетьяна, либо в Вьена. Разницы нет никакой. Поэтому я скорее вернусь сюда, потому что здесь хотя бы пообщаться можно с ребятами, в отличие от Вьетьяна, там, где, честно говоря, попадались в основном только наркоманы и, ну, наверное, такие, так скажем, сброд, всякие разные. Этот город просто окружен горами. Гора с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны такая шикарная гора в тучах, и с четвертой стороны. До этого я задавался вопросом, какие люди вообще сюда приезжают. Оказалось, здесь очень много европейцев, иностранцев, ну, в смысле, европейцев, китайцев, корейцев в основном. И люди сюда приезжали намного больше до вируса. Но из-за вируса, получается, люди либо боятся, либо Лаос закрывает с ними границу. Поэтому уже затруднительнее сейчас будет куда-то путешествовать. Поэтому в основном мы здесь встретили одних и тех же людей. Я просто вниз смотрю, потому что здесь вот такие вот лужи. Мне приходится смотреть вниз. И люди практически одни и те же мы повстречали. Я имею в виду, я повстречал тех же самых людей, которыми я уже один раз застопил машину вместе на Шамбале. Это было в Таиланде, на севере Таиланда. Это на самом деле доказывает, насколько тесен мир. Еще познакомился с очень классными ребятами, с которыми я катался на баги. Я очень надеюсь встретиться с ними во Вьетнаме. Так что до скорой встречи, ребята. Ну вот моя трасса. Отсюда буду начинать стопить. Если честно, стоп ужасный, просто ужаснейший. Во-первых, как я уже до этого говорил, машины либо вообще не останавливаются, в основном тук-туки и всякое такое
Так что застопить более-менее машину, которая едет на 100-200 километров, это просто чудо. А мне надо постараться за сегодня доехать до Витьяна, 200 километров, которые заняли в прошлый раз у меня 5,5 часов. И обратно. То есть в пути надо быть 11 часов. Но если повезет, можно доехать чуть-чуть, может быть, быстрее. Но я надеюсь хотя бы добраться до Витьяна сегодня. И у меня есть одна идея, где остановиться на ночь. Об этом расскажу чуть-чуть попозже. У такого плана отелей здесь довольно много. 3-, 4-, 5-этажные. Я и задавался вопросом, кто же в них живет, потому что в городе народа практически нет. Если честно, на такое очень больно и грустно смотреть. Мусорников практически нет, и люди выбрасывают из окон мусор, вообще не задумываясь о том, что он будет лежать здесь годами. И, честно говоря, это все можно собрать буквально за пару часов, но никто в этом не заинтересован. Спустя, короче говоря, 40 минут я нашел машину, которая едет опять же напрямую в Витьян. И мне очень повезло, потому что один из них, англоговорящий, он сразу понял, о чем речь, сразу затормозил, сразу говорит, да, еду туда, все, поехали, все хорошо. Фух. А то я уже испугался, честно говоря, надежда немножко теряется в Лаосе, потому что машины вообще игнорируют. Они только показывают такой жест, вот так вот, либо показывают поворот. Одно из двух. Ну, либо ничего, это третий вариант. Людей на самом деле не так много на дороге, машин не так много, транспорта не так много. Но я почему-то заметил такую особенность, как только едет машина, обязательно едет мотороллер. И из-за этого застопить машину становится еще сложнее. В Таиланде меня не пугала перспектива остаться на дороге и не найти машину. Но почему-то в Лаосе я немножко опасаюсь. Здесь в каждом дворе собака, и эти собаки и пугливые, и немножко агрессивные. Даже просто проходя по трассе, они могут, так скажем, докопаться, начинают просто лаять и пытаться тебя как бы догнать. Только ты только видишь, что ты отходишь уже на какое-то расстояние, тогда они уже немножко успокаиваются и возвращаются обратно. То есть для людей с фобией, у которых собаки это их фобия, то я бы не советовал бы в таких местах появляться. В этот раз мне настолько повезло, что здесь даже коврик постелен, то есть здесь настолько комфортно ехать. Мягенько. Здесь, в принципе, при желании можно лечь, положить под голову спальник и даже поспать. Что я, в принципе, наверное, и сделаю сейчас. А вот еще один отрезок китайской железной дороги до Таиланда. Очень интересно, что пейзажи могут кардинально отличаться за каждым следующим поворотом. Внезапно появляется река, затем высокие горы, потом непролазные джунгли. Также внезапно начался дождь, и через пару минут закончился. Кстати, в кузове пикапа дождя почти не было. Также и с дорогами. То они есть, то их просто нет. Заснять что-то довольно сложно, потому что приходится стоять на ногах в кузове, когда дорога делает резкие повороты и подпрыгивает. А вот держаться в кузове не за что, так что сами понимаете. Участки земли разравниваются, а некоторые насыпаются для строительства объектов. «450-летний франко-лаосский банк». Вот я приехал в Витьян снова, второй раз уже. Если честно, я ехал вообще шикарно. Несмотря на то, что пришлось провести в кузове 4 часа, но я практически выспался. Я действительно лежал здесь почти все это время. Это было реально кайфово. Я поговорил с ребятами, они из Нидерландов. Они едут до границы Таиланда, как я понимаю, и, возможно, возвращаются обратно. Я только про это вспомнил только уже спустя, наверное, час или два, как мы ехали. Но с того момента я с ними не общался, поэтому сейчас поговорю, кто знает, может быть, получится с ними обратно доехать. Потому что дальше я еду во Вьетнам, и вторая граница, вот северная граница мне больше нравится, чем южная, потому что, как я понимаю, что через северную границу будет быстрее добраться до Ханоя,
где вполне возможно, что я куплю мотоцикл, кто его знает. Как бы быстро не ехали, но 4 часа это, наверное, самый минимум, за который можно преодолеть это расстояние до Ван Венга. Надеюсь, что моя виза готова, потому что иначе я проделал свой путь зря. Кстати, ребята делают визаран, это когда приезжают на границу и штампуются и продлевают прибытие в стране на какое-то время, к примеру, на 30 дней. И что интересно, что я узнал, что Лаос довольно лояльно относится к тому, что человек может просрочить пребывание в стране. К примеру, можно находиться в Лаосе 30 дней, но можно приехать через 40 дней на границу, и как повезет. Иногда это обойдется бесплатно, иногда придется заплатить, к примеру, там $5-10. То есть это не все так серьезно. Но бывают случаи, когда могут и депортировать. Надеюсь, что у ребят все будет хорошо. Все, покидаю посольство Вьетнама с готовой визой на руках. Так что попробую сейчас отправиться обратно в свое это местечко, в котором я был уже сегодня. И надеюсь, что... Да, здесь, короче, на пешеходке даже машины не пропускают. Ну вот. И надеюсь, что дальше путь будет довольно легким, хотя на самом деле я посмотрел, что там дорога вообще ужасная. Там ее практически нет. А сейчас мне осталось найти место, где останавливается 23-й автобус, который стоит 7000 кип. На нем отправиться как можно дальше за город и пробовать стопить обратно, хотя на самом деле на часах время-то уже 1:30 практически. Ехать 4 часа, так что вполне возможно, что я застряну где-то посередине. Но у меня есть 2 запасных варианта. Надеюсь, ни один из них не пригодится, но, по крайней мере, есть 2 варианта. Либо доехать. 3-й вариант. Люди паркуются вот так. И вот так вот. Причем вот здесь вот, где машины припаркованы, скорее всего, они сюда должны заехать. А здесь во дворе куча свободного места. Ну, я не знаю, может быть, конечно, нет. Может быть, они с другой стороны куда-то приехали. Военный музей истории Лаоса закрыт на реконструкцию. А жаль. В Лаосе меня продолжают удивлять контрасты. Но у меня складывается чувство, что вот этим никто не пользуется. Но этот храм действительно очень красивый. Хоть и видели мы с вами уже несколько храмов. За 7000 можно доехать до города Ханон. Он находится где-то в 20 километрах. И причем это обычный городской автобус. Цена, конечно, довольно дорогая, но может проехать 20 километров. До этого прекрасного места доехал автобус. Это почти 20 километров. Ну, точнее, больше 20 километров от центра Вьетьяна. Вот, и сейчас я хочу пройти просто мост, потому что на мосту стопить не вариант, а перед мостом там уже места не было. Ван Венга, если не ошибаюсь. В общем, до того города, где я уже был. Здесь нереально дружелюбные местные. 3-я машина проезжает, и 3-я машина машет рукой. Круто. Остановились купить арбуз. Его сразу здесь выращивают. На месте разрезают, нарезают. Я не знаю цену, сейчас попробуем узнать. Ну, говорят, что вроде как очень хорошие. И, кстати, он желтый внутри, а не красный. Вот один такой нарезанный стоит 10 тысяч. К сожалению, нам арбуз попался не совсем сладкий, но, тем не менее, интересно попробовать желтый арбуз. Разговорились с водителем на немножко пошлую тему, кто сколько зарабатывает. И, допустим, работая в государстве, водитель зарабатывает $190 в месяц, представляете? 190 в месяц, ужас. Мне кажется, это очень мало, очень маленькая зарплата. Учитывая, конечно, что здесь цены довольно высокие. Здесь дороже, чем в Таиланде. В Таиланде, как вы знаете, сколько я потратил, то я не представляю, как выжить на такие деньги, особенно имея семью. Машина, в которой я сейчас еду, у них на потолке вот такие вот символы, знаки. Это буддийская символика, обозначающая на удачу, как мне объяснили. То есть они верят, что вот это вот дает им удачу. Я надеюсь, что это так.
здесь климат прям на глазах сейчас меняется. Прям такая огромная влажность высокая. Солнышко выглянуло впервые, наверное, за пару дней. Прям чувствую, здесь будет ужасно жарко. Наверное, завтра, послезавтра. Еще водитель немножко поведал по поводу пикапов, которых здесь как грязи. Он говорит, что 5 лет назад их практически не было. Все ездили только на мотороллерах и на старых машинах. А сейчас развелось, говорит, как грязи этих пикапов. Новые, красивые. Аж завидно стало мне. Я не знаю, видно на видео или нет. Там ужасно много кокосов. Блин, я прям хочу хотя бы один. Только что произошла какая-то авария, и вот обрисовывают вокруг полицейские, где колеса, где что. Сейчас будут, наверное, мерить, измерять. Первый раз такое вижу, чтобы габариты измерялись таким образом. Вот, скорее всего, последняя машина на сегодня, потому что человек, остановившийся вот в погонах, оказался тем человеком, который меня подкинет до Ван Венга. Это прям удача, потому что на часах уже почти 5 часов. Через 1,5 часа уже потемнеет, после чего будет очень опасно стопить. Во-первых, собаки, во-вторых, темнота. Не все соблюдают правила и так далее. Ну, то есть, всякое бывает. Поэтому надеюсь, что доеду до Ван Венга сегодня в целости и сохранности. Что-то я с трудом себе представляю, чтобы на такой дороге можно было бы застопить машину. Да и вообще выжить. Самое забавное, что как только я начинал снимать видео, то водитель притормаживал, но не менял стиля езды. Вот так вот мы ехали всю дорогу. Только на прямых мы разгонялись намного быстрее. Ну вот, я начинаю узнавать виды за окном, значит, что мы почти приехали домой. Ну, в смысле, до хостела, за который, правда, я еще не заплатил, так что называть своим домом я пока что тоже его не могу. Вот отъезжает мой водитель, который помог мне завершить, наверное, этот путь. Реально нелегкий путь. Только что вы просмотрели путь от Ван Венга до Витьяна и обратно за один день. На самом деле, я считаю, что это довольно прикольное достижение. 400 с лишним километров только по серпантину. Ну, конечно, да, были, конечно, и прямые участки, но в основном это серпантин. Фух, я очень рад, что я это сделал, потому что это так круто. И что меня ожидает здесь? Сейчас мы с вами будем вместе наблюдать. Вот я добрался до хостела, который, надеюсь, сейчас смогу вам показать.